Сталкивались с таким? Говоришь электромобиль – подразумеваешь Тесла. Думаешь Тесла – подразумеваешь лучшие. И действительно, долгие годы будто бы только Илон Маск и его компания занимались разработкой эко-автомобилей, работающих на электричестве. Но так ли это на самом деле? Были ли электрокары Тесла первыми? Остаются ли они лучшими? Что ждет индустрию в будущем и есть ли оно в принципе? На эти и многие другие вопросы ответим в сегодняшнем видео. И прежде чем перейти к развенчанию мифа о гегемонии Тесла или его подтверждению, уточним, что для этого видео мы постарались не брать модели электрокаров, которые работают на гибридной системе – батарея плюс двигатель внутреннего сгорания. Сегодня рассказываем только про чистокровные электрокары. Погнали! Как думаете, давно ли человечество занято производством электрических двигателей? Те, кто ответят с 2000-х, скорее всего, неплохо следят за деятельностью Илона Маска. Те, кто ответят с 90-х годов 20 века, чуть больше погружены в тему. А если я вам скажу, что распространенное мнение, мол, электрокары — это новое веяние, просто мода на все экологичное, не совсем корректно, что первые электромоторы появились на 35 лет раньше привычных нам двигателей внутреннего сгорания, что электрические движки проиграли гонку за популярностью еще в начале 20 века. А ведь дело обстояло именно так. Просто представьте. В 1910 году в США доля электрических автомобилей составляла 38% от всего рынка, а в 2021 году всего лишь 12,8%. И это считается успехом с рекордными ростами продаж за предыдущие 3 года. Но мы вернемся в 1910 год. 4 из десятка машин в США ездят на электричестве. Что могло пойти не так? Все просто. Дальше случилась Первая мировая война. Сильно возросла потребность в быстром передвижении на дальние расстояния, особенно с тяжелыми грузами. И вот на передний план выходит не плюс электрокаров, а один очень большой минус. Электрического двигателя достаточно, чтобы передвигаться по городу, но не между городами или странами. В начале 20 века не было достаточно дешевой технологии, чтобы создать аккумуляторы большого объема. Проще оказалось поработать над минусами конструкции автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Конструкторы повысили надежность, поработали над сцеплением и трансмиссией и получили машину, способную перевозить большое количество груза на дешевом топливе. Все. К 1930 годам электромобили не просто перестали производить. Прекратились любые разговоры об их дальнейшем развитии и существовании. Ну и, как вы сами понимаете, конечно, к обсуждениям концепции электрического транспорта вернулись, когда случился прорыв в технологии хранения энергии. А он случился. И еще какой. Давайте приведу пример на том, что в наше время есть практически у каждого. Мобильный телефон. 1983 год. Motorola представляет первый сотовый телефон для открытой продажи. Чудо из чудес. Аппарат, благодаря батарее, весил около 1 килограмма. И все это для разговора, который мог длиться не больше получаса. Просто сравните это с современными смартфонами, которые весят меньше 300 граммов. Также и с аккумуляторами для электрических машин. Они стали меньше, дешевле и дольше работают. Поэтому мы и наблюдаем мировую гонку автоконцернов за лучшим электромобилем. И давайте честно, автопромышленность заинтересована делать их выносливее и дешевле. Это и станет основным направлением развития технологий в индустрии на ближайшие 10 лет. А кто участвует в гонке, спросите вы? Одной компанией Tesla мы здесь точно не ограничимся. Конечно, Tesla пионер в отрасли. В то время как остальные автогиганты отмахивались от идеи электрического транспорта как от чего-то модного, а значит быстро проходящего и теряющего актуальность, Tesla презентовала свой первый электрокар в 2006 году. И его продажи настолько впечатлили конкурентов, что по прошествии 10 лет только ленивый не заявил о производстве своей версии эко-автомобиля. Некоторые даже умудрились пообещать, что полностью переведут все производимые автомобили на электрический движок. Пройдет еще каких-то 10 лет, и Tesla вполне может оказаться не на вершине топа. И это происходит на наших глазах. Да, модель S способна развивать скорость от 249 до 322 км в час в зависимости от комплектации. От этого же зависит продолжительность возможной поездки без подзарядки – от 628 до 837 км. Да, электромобили Tesla тихие, быстрые и удобные в управлении. Но достаточно ли этого в 2023 году, когда конкуренты наступают на пятки? Хватит ли пиар-акции с запуском Теслы в космос или дверей, открывающихся вверх, чтобы никто не смог догнать компанию Илона Маска? Сейчас узнаем. Например, китайцы тоже сделали седан Jaguar I-Pace, и он на 200, а то и на 300 килограммов легче конкурентов.
Может проехать без подзарядки 710 километров, да и подзаряжается быстро. 10-минутной зарядки хватит на 230 километров. На такой экстра-быстрой зарядке хватит и получаса, чтобы не беспокоиться об аккумуляторе. Той же модели S нужно минимум 2 часа. А ведь это электрокары. Скорость у них снижается в зависимости от заряда батареи. Кстати, на канале есть подробный ролик про китайский автопром. Если заинтересовались, обязательно посмотрите. А следующий на очереди – хэтчбэк Leaf от Nissan. Несколько лет он был самым продаваемым электрокаром года. Только в 2020 году именно этот электромобиль уступил звание самого продаваемого электрокара в истории модели 3 от Tesla. Но давайте посмотрим. Вдруг у Leaf есть преимущество перед известным соперником. Да, дистанция, которую можно покрыть на полном заряде, у Leaf сильно скромнее – 341 км. Максимальная скорость – 140 км в час. А на разгон до 100 км в час уходит 7,9 секунд. В то время как Тесле S на это нужно в 2 раза меньше времени – 3,9 секунды. По всем параметрам Leaf скорее семейная машина, на которой особо не погоняешь. А раз семейная, то и цена у нее доступнее. Это во-первых. А во-вторых, давайте посмотрим на эксплуатацию электромашины в динамике. В компании Tesla, конечно, обещали, что батарейки в их электрокарах прослужат 15 лет. Но на деле оказалось, что уже через 5 лет езды батарея выдает на 20% меньше мощности, чем новая. Что, конечно, сказывается и на скорости, и на дальности поездки. Что же у Leaf? Такая же потеря 20% мощности после первых 5 лет эксплуатации. Но внимание! Которая может длиться 22 года при средней продолжительности жизни авто в 10-12 лет. Неплохо, да? Инженеры в Nissan настолько вдохновились этими цифрами, что активно думают в сторону вторичного использования аккумуляторов. Еще бы. Просто так за красивый кузов не дают награду за самое экологичное транспортное средство. Особенно, когда у тебя в конкурентах компания Илона Маска. Перейдем от чего-то семейного и простого к чему-то более шикарному. А именно спортивному кроссоверу Jaguar I-Pace. Да, даже Jaguar занят электрическим транспортом. Полного заряда батареи Jaguar I-Pace хватит почти на 400 километров. Полчаса подзарядки дают еще 30 километров. До 100 километров этот электрокроссовер разгоняется за 4,9 секунды. А вот максимальная скорость остановилась на 200 км в час. И то только потому, что в компании решили так безопаснее и ограничили электронику. Как насчет преимуществ над Tesla? Без проблем. Например, она быстрее заряжается до 80% мощности батареи. Jaguar на это нужно всего 85 минут. А если перекупить зарядное устройство помощнее, то и за 45 минут можно управиться. И все это благодаря одной из самых мощных батарей среди электрических моделей авто. Но давайте честно, Jaguar любят не только за скорость. Многие эксперты отмечают дорогой стильный салон и выверенные линии кузова. Да, Jaguar предпочитают любители роскоши, и компания не остановится на достигнутом. Пока что мы перечислили достаточно известные марки, да? Давайте посмотрим на темную лошадку рынка – Lucid Air. Если темной лошадкой можно назвать электрокар, созданием которого занимается бывший главный инженер Tesla. Чувствуете? Соревнование пойдет не на жизнь, а на смерть. Максимальная скорость в 376 км в час была ограничена на программном уровне. Электроника не даст разогнаться больше 270 км в час. То есть потенциально этот электромобиль быстрее любой Теслы. Просто производители беспокоятся о вашей безопасности. Благодаря не только мощной батарее, но и практически идеальной обтекаемости кузова, уехать на такой машине можно далеко, на все 837 километров. Как отмечает главный инженер Lucid Air, который когда-то приложил руку и к модели S от Теслы, когда он пришел в компанию Илона Маска, внешний вид авто уже был практически разработан, и от него требовалось запихнуть мощную начинку в корпус, который уже нельзя было менять, что привело к нескольким конструкторским недоработкам. И эти минусы Роллинсон исправил в Lucid Air на все 100%, ведь все нужные для мощности детали размещены как можно лучше. Что помимо скорости? Этому электрокару нужно всего 20 минут постоянного тока на подзарядке, и тогда он сможет проехать еще 400 километров. Что будет ого-го каким преимуществом перед Tesla. Недаром уже в 2023 году Lucid Air получил награду как «Лучший роскошный автомобиль на международном автосалоне в Нью-Йорке». Вот вам и темная лошадка. А дальше мы обсудим машину, на которой ездил Тони Старк. Илон Маск снимался в «Железном человеке», это не аргумент, скажете вы. 1-1, ничья. Но давайте взглянем на Audi E-tron поближе. До 80% можно зарядить за полчаса. Нужно только иметь зарядное устройство помощнее. Разгоняется до 200 км в час.
а 100 км в час достигает за 6,6 секунд, что все-таки медленнее, чем у Tesla. Зато, как и в Tesla или Chevrolet Bolt, у Audi E-tron есть система зарядки аккумулятора энергии торможения, что позволяет увеличить максимальное расстояние, которое можно покрыть на полном заряде аккумулятора. Надеюсь, вам не показалось, что здесь Tesla безоговорочно выигрывает, потому что сейчас самое время рассказать о беспроигрышном преимуществе Audi Q8 e-tron перед моделью S от Tesla. Так уж вышло, что именно эта версия Audi неплохо показала себя в холодную погоду. Она теряет чуть больше 10% запаса энергии и вместо 370 км весной и летом может пройти 331 км при температуре минус 6,5 по Цельсию, в то время как Tesla S теряет 30-40% в зависимости от модификации. Неплохо, да? Итак, а какое будущее у электрокаров? Скептики оценивают экономику, вливание государственных средств и налоговые скидки для автоконцернов на фоне отсутствия оптимизма с продажами. Мол, рынок растет недостаточно быстро, и уверяют, что человечество никогда не перейдет на полностью электрический транспорт. Как аргумент, даже приводя расчеты ученых, что если все автомобили, которыми пользуются сейчас, вдруг станут электрическими, то на всех просто не хватит электричества. Система не выдержит. Правда, кроме скептиков, никто не говорит про резко и прямо сейчас. Индустрия электрического транспорта медленно, но верно занимает свою часть рынка, бесшумно и надежно, как и сами электромашины. Инженеры же думают только о том, как сделать производство батарей дешевле, а электрокары доступнее для все большего количества людей с разным уровнем достатка. Пока что технология производства батарей для электрокаров несовершенна. Есть проблемы даже с экологичной утилизацией вышедших из строя аккумуляторов. И, например, Nissan усердно думает в сторону вторичного использования материалов для аккумулятора или батарей целиком. Хотят успеть к презентации нового электромобиля. В Jaguar планируют создание сети такси с беспроводными зарядками. Углеродный след легковых машин – это только часть нагрузки на экологию. Если и перевозку грузов делать с помощью электричества, тогда заживем, решили в Tesla. И начали разрабатывать прототип электрического грузовика. А в шведской Scania пошли еще дальше и уже показали прототип электромобиля Next, чья главная особенность в сменяемости кузова. По факту это платформа с двигателем и колесами, на которую надевается нужный модуль. Нужен мусоровоз? Пожалуйста. Хотите перевозить грузы? Без проблем. Даже пассажирский автобус из него можно будет сделать. К 2030 году. Также одним из минусов на данный момент считается небольшой выбор электрокаров. Мол, все модели похожи, а компании только недавно добрались до презентации внедорожников. Разнообразие наравне с доступностью, пожалуй, ближайшие для решения проблемы. Да что уж там, в концерне BMW запланировали выпустить 12 моделей электрокаров к 2027 году. Toyota обещает выпустить 10 моделей, а к 2027 году вообще не выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. И все это ради того, чтобы захватить китайский рынок. В Китае правительство борется с выбросами углерода в атмосферу, вводит соответствующие квоты и законы. Туда же метят Volvo и Jaguar, которые к 2030 году планируют производить исключительно электрокары. Надо заметить, планы на продажу у всех масштабные. Если Toyota планирует выйти на 1 миллион проданных электрокаров к 2030 году, то Volkswagen планирует добиться этого количества к 2025 году. BMW же планирует продать 2 миллиона электрокаров к 2025 году. А что там у Tesla? У Tesla и так 55% американского рынка. Но Илон Маск не был бы собой, если бы не поставил своей компании амбициозные планы. А именно, к 2027 году выйти на производство 20 миллионов электрокаров. Это при том, что в 2020 было выпущено 500 тысяч машин. При таких расчетах 2/3 рынка электрокаров будет у Tesla. По планам. А мы поживем-увидим. Ну что, как думаете, кто-то смог обогнать Tesla или компания Илона Маска по-прежнему лучшая в своем сегменте? Пишите в комментариях. А мы пошли готовить для вас новые ролики. До встречи!